Друзья, всем привет! Мы в Швейцарии, и в этом выпуске вы увидите швейцарские Альпы, конкретно гора Пизоль, Боденское озеро. Мы побываем с вами на самом большом швейцарском озере. Также заедем с вами в Сент-Галлен, погуляем по городу и посмотрим местные достопримечательности. И напоследок заедем в Цюрих, походим по деловой столице Швейцарии. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. В этом небольшом выпуске я постараюсь коротко, тезисно рассказать основные принципы жизни в Швейцарии, что, почем, какие цены. Захватим с вами популярные направления, поговорим о быте обычных швейцарцев, ну и, собственно, как устроена сама страна изнутри. Поехали! Ну и, конечно, первое, о чем хотелось бы с большим удовольствием рассказать, это о швейцарских Альпах. Горы достаточно высокие, достаточно красивые. Приехал я к своему товарищу по имени Сережа. Сережа, тебе привет, я вижу, ты машешь мне тоже. Но не в этом суть. В этот же день мы отправились на гору Пицоль, которая находится недалеко от Сан-Галлена. Порядка 100 километров, и горная цепь, горные вершины, которые нас будут окружать на всем пути, высота где-то колеблется от 2200 до 2800 метров над уровнем моря. Так, сразу пока не забыл, смотрите, чтобы подняться на эту гору, покупаем билетик. Билетик не дешевый, стоит 48 евро с человека, билет в две стороны, и у вас доступ на самый вверх, на смотровую площадку и плюс на множество трекинговых троп, которые позволяют вам в течение 5-8 часов пройти данное направление. Чем же интересно данное трекинговое направление, спросите вы меня? А я вам с удовольствием отвечу. На данном маршруте есть 5 озер, и оно достаточно популярно среди туристов. Собственно, благодаря своей популярности Серый меня сюда и затащил. Почему затащил? Ну, потому что я представлял себе чуть-чуть это в другом формате и не рассчитывал, что маршрут получится у нас настолько длинный. Но те красоты, которые повстречались нам на пути, ну, просто там всю усталость снимают просто словно рукой. Поэтому рекомендую настоятельно здесь побывать. Это место достойно внимания любого туриста. Подписываемся на канал и остаемся дальше, смотрим. Это озеро находится на высоте 2400 метров над уровнем моря. Ну и казалось, спустя 2 часа восхождения, что может быть прекраснее этого озера? Ну нет, буквально сразу после этого озера оно перетекает в другое озеро. И вот посмотрите, что у нас получается с высоты. Друзья,
Трекинг по Альпам — это такое задачка на выносливость. И, если вы хотите покайфовать от пейзажей и картинок, которые здесь можно увидеть, я настоятельно рекомендую. И, пожалуйста, вот насекомые к вам прилетают в кадр. И располагайте временем, потому что тропы здесь достаточно длинной протяженности, порядка 4-6 километров. Можно смело гулять целый день. Ну и пейзажи, виды, конечно, сами за себя говорят. Это я сейчас обратную сторону вам покажу. Как выяснилось позже, это всего лишь 30% пути, и съемки, фотографии и прочие всякие моментики схавали все время, которое было заложено на дорогу. Почему время было заложено на дорогу, я объясню чуть позже. А мы движемся дальше, и впереди у нас еще одно озеро и несколько, наверное, переходов вверх-вниз по горам. Везде хотелось абсолютно полетать, пофотографировать, но время поджимало. И ускоренным темпом мы уже решили спускаться, потому что время поджимало реально. И вот мы возвращаемся со спуска. Хочу взять интервью самого первого, кто пришел. Как вам горы сегодня? Скажите, пожалуйста. Великолепно. Как вы себя чувствуете? Как будто влупил 8 косарей. Что вам понравилось сегодняшнего? Озера бомба, летать бомба. Такое встречное интервью друг у дружки. Да. Какой недостаток вы считаете сегодня? Могли бы подвозить. Подвозить, поближе. да? Что ты, конечно. Не уровень. А что понравилось, озера, да? Озера шикарные, виды шикарные, Альпы шикарные. Пизоль говорит сам за себя. Ой, круто. Мы рады за вас. Если говорить честно, мы еле-еле успели на последний уходящий подъемник, поэтому очень сильно переживали по этому поводу, потому что реально идти пешком вниз, я не знаю, сколько это займет времени, наверное, до ночи можно было бы спускаться нам, или брать такси, ехать за космос. Так, друзья, мы благополучно спустились. Общая длина трекинга 11,5 километров. Для любителей трекинга это настоящий рай. Озера, скалы. В общем, вы все сами прекрасно видели. И что хотелось бы добавить. Учтите, в летнее, осеннее время работают подъемники до 5 часов. Планируйте свой маршрут. Маршрут на табличках по пути следования везде пишется, сколько до конца. И сейчас подробная карта вам покажу. Вот здесь будет. Увидите, как выглядит сам маршрут. И для понимания, вот на верхнем подъемнике стартует трекинговая тропа вокруг горы, и вот здесь заканчивается внизу. Так, друзья, за моей спиной Боденское озеро, и это самое большое озеро Швейцарии. Чем оно интересно? Тем, что на периметре этого озера есть немцы, есть австрийцы и большая часть озера по территории Швейцарии. Озеро достаточно глубокое, порядка 400 метров глубина. И это озеро одно из тех, где можно купаться простым смертным. Вода летом достаточно теплая. Сейчас у нас осень, я не знаю, пробовать не буду. Но по факту как есть. Давайте расскажу, чем интересен этот регион и что в нем особенного. На самом Боденском озере расположено большое количество небольших городков с удобными бухтами для стоянки катеров. И это неспроста. Дело в том, что от немецкого города Констанц на западе и до устья реки Рейн на востоке со стороны Швейцарии эта часть берега густо заселена и географически представляет самую большую часть в виде равнины, где и расположены самые удобные земли для сельского хозяйства. А так как абсолютно вся земля в Швейцарии находится в частной собственности, то тут сосредоточены самые богатые люди Швейцарии, и это фермеры.
Помимо многомиллиардных земель, что они имеют в своих владениях, они живут привычной жизнью, выращивая скотину или высаживая огромные сады фруктовых деревьев. Этот регион славится своими вкуснейшими яблоками. Из традиционных знаний Швейцария, как всем нам привычно, это страна часов и банкиров. Но на самом деле это страна безумно богатых фермеров, которые живут абсолютно своей жизнью, которые жили их деды, и данное ремесло передается с поколения в поколение. Вы знаете, что когда фермер выезжает на тракторе на основные дороги, то это самый уважаемый человек на дороге. Не из-за того, что он на большом тракторе, а из-за того, что у него гектар земли, которая стоит миллионы, и ему глубоко чихать, на какой вы там машине. Он живет свою скромную жизнь фермера и выходит на пенсию в глубокой старости, передавая по наследству все свое хозяйство следующему поколению. Наверное, именно поэтому в Европе принято видеть пожилых людей на хороших дорогих машинах, именно в глубокой старости. Отойдя уже от дел, они только и начинают проживать жизнь истинных путешественников и наслаждаться заслуженным отдыхом. Так, смотрите, друзья, особенности жизни в Швейцарии. Вот сейчас вам покажу, смотрите. Вот это школа, вот это садик. А вот здесь вот коровы пасутся. Через буквально вот дорожка. Это уже пастбище, частная территория. И никого ничего не волнует, пожалуйста. Коровки, хлев. Так что вот такая она, жизнь в Швейцарии. С одной стороны молоко, с другой стороны образование. Маленький городок Арбон, который находится на берегу Большого озера. И у нас обед, суббота, и практически никого нет вообще. Очень атмосферное место и тишина и спокойствие, которое присуще швейцарцам, вот на уровне поколений чтят и хранят эти традиции, когда спокойствие, тишина на первом месте. Что говорить, все, наверное, знают, да, что собаки у них не гавкают, подрезают им связки голосовые. Вот так. Если в целом говорить о прибрежных маленьких городках, которые расположились на берегу Боденского озера, то они все очень достаточно компактные и удобные для проживания. И гуляя по улицам этих городков, по набережной, сразу бросается в глаза то, что вот абсолютно ничего лишнего здесь нет. Все именно устроено таким образом, что хотите погулять на площадке – пожалуйста. Хотите побродить по чистым городкам – пожалуйста. Магазины – пожалуйста. В Швейцарии есть прикол такой, на каждом костеле есть часы, и они стучат каждые 15 минут и дают точное время. В общем, есть такой длинный, короткий, это по 15 минут, сколько раз. Если 2 раза, это половина, если 3 раза, это 45 минут, если 1, соответственно, 15 минут. И после короткого, длинного он длинными прозвонами дает именно количество часов, сколько времени. И таким образом можно понять, сколько время. Швейцарские часы повсюду, даже в католической церкви. Еще я хотел вам рассказать об одном интереснейшем факте, связанном с Боденским озером, а точнее с городом, который расположен на Боденском озере напротив Швейцарии. Этот город находится в Германии и называется Фридрихсхафен. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это абсолютно непонятная информация. Но не переживайте, высылаю пояснительную бригаду. Именно в этом городе жил и творил в начале 20 века Фердинанд фон Цеппелин. Если и на этом этапе все еще непонятно, тогда продолжаю объяснять. Дело в том, что Фердинанд фон Цеппелин – это конструктор в области воздухоплавательных аппаратов. И именно этот человек воплотил в жизнь проект дирижабля. И по праву считается отцом этих больших воздушных поездов. Да-да, именно поездов. Так он видел в будущем роль его изобретения. И первые испытания его детища как раз и проходили на Боденском озере. По счастливому стечению обстоятельств мне очень повезло это увидеть вживую. Если честно, я не знал, что подобные проекты существуют и до сегодняшнего дня. Но, как выяснилось, экскурсия над Боденским озером на дирижабле – это абсолютно привычное дело для здешних мест. Я был в безумном восторге, увидев это вживую. Кстати, я попытался догнать его на дроне,
но скорость современных дирижаблей порядка 100 км в час. И мне это не удалось. Ну что, друзья, дирижабли это, конечно, круто, это интересно, это что-то новое и познавательное, но у нас есть прекрасный городок Сент-Галлен, который настоятельно рекомендую по возможности побывать каждому, потому что старый город, безумно впечатлил меня своими маленькими красивыми улочками, по которым мне довелось погулять. Кстати, есть видео с сити-тура, ссылочку вот сейчас у вас пока появится на экране, рекомендую посмотреть. Друзья, городок Сент-Галлен, наверное, запомнится мне больше всего тем, что здесь огромное количество необычных балконов. Сам городок имеет небольшую численность, порядка 75 тысяч населения и расположен в восточной части Швейцарии. Очень достаточно туристическое место и такой тихий, спокойный, уютный городок. Одной из важных, по моему мнению, достопримечательностей является главный собор Сент-Галлена. Ну как главный? Если углубиться в историю, то изначально был создан этот собор, а потом уже вокруг монастыря начал появляться сам город из паломников и торговцев. По поверью его основал странствующий ирландский монах Гал, приблизительно в 1612 году. Рекомендую не полениться и попасть вовнутрь. Там действительно есть на что посмотреть. И на сегодняшний день данное архитектурное произведение включено в список ЮНЕСКО. А еще я очень жалею, что реально зажал 40 франков на вход в знаменитую библиотеку аббатства Сент-Галлена. Я уж подумал, что там может быть интересного. Библиотека как библиотека. По приезду уже домой понял, что совершил большую ошибку. Уж больно часто ее упоминают во всех источниках, связанных с этим городом. И как открыл, и очень расстроился, что туда я не попал. Вам же, мой любимый зритель, могу показать лишь фотографии. И по традиции погулять по городу и не полетать на дроне, это, наверное, как сходить за молоком в магазин и не купить молоко, по сути, а купить все остальное. То же самое с моим дуриком, который всегда со мной, всегда при мне, и я всегда его пытаюсь использовать, задействовать, где есть возможность. Так что давайте насладимся вместе. Так, друзья, будем сейчас пробовать местную уличную еду. Выглядит это в виде сосиски с булочкой, причем и булочка, и сосиска подаются отдельно, и ты хаваешь так просто, или разламываешь сам, или кусаешь хлеб и сосиску. Стоит такое удовольствие 5 франков 80 копеек. Короче, 5,80 стоит. И достаточно вкусно. Я уже ее ел просто и вот решил рассказать вам об этом. Выглядит это как обычная сосиска, только очень вкусная. Даже не сосиска, а колбаска такая. И хлебушек можно разламывать, можно класть вовнутрь. Отдельно хочу обратить ваше внимание, что колорит местного населения — это в основном иммигранты, которые приезжают сюда на заработки и остаются уже здесь в стране, выходят замуж или женятся на местных. Здесь очень приняты смешанные браки. Не из-за того, что кто-то в поисках денег там выходит из-за каких-то корыстных целей. Дело в том, что там, если я не ошибаюсь, до 2002 или 2000-х годов Швейцария была абсолютно закрытая страна. То есть она не пускала сюда ни туристов, сюда было проблематично попасть. После того, как Евросоюз на своем примере показал, как
как можно зарабатывать с туризма, швейцарцы чуть-чуть приоткрыли свои двери. И поэтому поток иммигрантов сюда просто хлынул. Интернационал, который присутствует на сегодняшний день в самой Швейцарии, достаточно колоритно смотрится, потому что здесь очень много представлено народов, которые просто работают, живут. Понятно, что в Швейцарии самые высокие зарплаты, наверное, во всей Европе, да. Поэтому сюда наиманит заребятчан поработать. И кто-то решает и принимает решение остаться здесь и непосредственно закрепиться. Многие случаи есть такие, когда человек 10-20 лет работает и потом уезжает к себе на родину достаточно богатым человеком. Друзья, подведем небольшой итог по Санкт-Галлену. Как по мне, очень уютный и располагающий городок Швейцарии. Старый город с колоритными старыми домами заставляет ходить и умиляться здешней архитектуре. Город достаточно сильно закрепится в моей памяти, потому что атмосфера внутреннего спокойствия в сочетании с нетрадиционными балконами на фасадах этого города запомнится мне надолго. Вы знаете, это такой город, по которому гуляешь и не устаешь. Время здесь словно останавливается, а усталость абсолютно не ощущается. Еще расскажу об одном интересном факте. Оказывается, Санкт-Галлен почти целых 3 века был разделен стеной по религиозным мотивам. Одна часть города, в которой жили католики, отделяла другую часть города, где жили протестанты. Вот так вера может в одном, казалось бы, месте разделить целый город на 2 лагеря. Однозначно рекомендую побывать, но есть одно но. Как и любой другой город Швейцарии, здесь очень дорого. Как пример в следующем сюжете. Друзья, встретить курящего швейцарца — это, наверное, диковинка. Причина? Причина, наверное, прайс. Почем сигареты? 8,60 франка. Это жесть просто. Это самые дорогие мною купленные сигареты за все время, которое я курю. И, наверное, ни в одной стране, в которой я был, есть такой ценник на мои сигареты. Это, с одной стороны, печально, с другой стороны, бросайте курить. Друзья, сегодня мы посетим с вами шоколадную фабрику. Как шоколадную фабрику? Магазин, где уже продается готовая продукция. Посмотрим разновидности настоящего швейцарского шоколада. И, собственно, фабрика называется Stella Bernrein. Недалеко от города Констанца. Щедрость швейцарской шоколадной фабрики может только радовать, потому что везде можно попробовать практически все сорта шоколада. Объедашки. Еще один нетрадиционный пример из Швейцарии. Дело в том, что так называемых дач, или огородков, как принято в Польше, у городского населения Швейцарии нет. Я повторюсь вновь о земле в Швейцарии. Да, она абсолютно вся в частных владениях.
Так вот, что делают городские, которые живут в квартирах? Они, как правило, снимают вот такие кемпинги. Причем аренда доходит сразу на пару лет вперед, в связи с большим спросом. И приезжают на озеро обалдеть, словно у них свой участок. Есть еще один пример о земле. Знаете, когда спустя 20 лет после похорон близких выкапывают останки и передают родственникам? А знаете, какая причина? Все банально просто. У родственников деньги кончились, оплачивать захоронение. Земля в Швейцарии – это реальное золото. Друзья, сейчас покажу, как большая часть барбекюшных мест выглядят в Швейцарии. Пожалуйста, вот вам мангальная зона. Обязательно бокс, который наполнен дровишками халявными. С этим нет проблем здесь. Столик, стульчик и побежали. И вид. Друзья, как обещал, гуляем по Цюриху, посмотрим деловую столицу Швейцарии. Сразу хотелось бы что подметить. Очень много здесь людей в костюмах и в рубашечках. Как вроде до этого у меня было такое мнение и впечатление, что классические швейцарцы не носят костюмы, ну, все-таки носят. Поэтому пока погуляем, понаслаждаемся видами. Сейчас в старый город зайдем, посмотрим. Ну и в подтверждение моих слов небольшая нарезочка людей в костюмах в швейцарском Цюрихе. Ну, деловая столица, куда деться? Как по мне, не знаю даже особо по какой причине, но Цюрих мне абсолютно не понравился. Этот город мне показался каким-то чересчур деловым. Можно даже сказать напыщенным. Но давайте оставаться объективными. Если мне город не понравился, это же не значит, что вам, мои дорогие зрители, не стоит туда ехать. Так вот, поговорим о занятных интересных фактах об этом прекрасном и одном из старейших городов Европы. Это, кстати, уже прозвучал первый факт. Говорю же, старый город, нечего там делать. Ладно, шучу я. Продолжим. Готовы? Так вот, как вам такое? Цюрих – это город с самым высоким уровнем жизни в мире. Ну о чем тут говорить, если кофе на набережной стоит 7 франков? В обычной кафешке. Ладно, движемся дальше. Цюрих – счастливый обладатель самых больших церковных часов в Европе. Расположенный в самом сердце старого города. Средневековая церковная башня с самыми большими церковными часами в Европе является частью церкви Святого Петра, и она как раз у вас перед вами. Сам город расположен на берегу одноименного озера, что позволило создать порядка 40 общественных зон для купания. Кстати, покупка воды в бутылках в Цюрихе – это пустая трата денег. Швейцария одна из стран с самой чистой питьевой водой. В Цюрихе почти в каждом уголке города имеется питьевой фонтан. Всего их насчитывается более 1200 штук. Кстати, 20 лауреатов Нобелевской премии обучались в университете Цюриха. Пожалуй, самым известным является Альберт Эйнштейн. Друзья, но если вы уже досмотрели это видео до конца, буду очень благодарен за ваши комментарии. Не стесняйтесь, пишите свои впечатления. Если с чем-то не согласны, готов все обсуждать в комментариях. Кто не подписан на канал, подпишитесь. Это воодушевит меня на новое видео. Ну и, конечно же, путешествуйте. Это продлевает жизнь.
Всем пока и до новых встреч на канале. Спасибо за просмотр.